Почему якудза отрезают себе именно мизинец, а не какой-то другой палец во время ритуала юбицуме? Что общего между японской мафией, средневековыми пожарными и театром кабуки? Может ли у организованной преступности быть вполне легальный офис и такой же легальный веб-сайт? Об этом и другом вы узнаете, посмотрев данное видео. Конечно, сейчас трудно найти человека, который никогда не слышал про якудза. Но что на самом деле представляет из себя организованная преступность в Японии, как и когда она появилась? Простыми словами, якудза – это японская мафия, но этимология этого слова связана с традиционной японской карточной игрой ойчо-кабу. Эта игра сродни игре в очко, когда игроки получают 3 карты, и самой выигрышной считается комбинация, которая в сумме приносит 9 очков. А вот если очков в сумме больше 9, то они уже считаются по второй цифре. Например, 15 – это 5, 12 – это 2. Так вот, одной из самых неудачных комбинаций является сумма очков, равная 20, поскольку она дает 0 очков. К такой комбинации приводят карты 8, 9, 3, что в игре ойчо-кабу произносится как якудза. Но при чем здесь вообще игра в карты, можете спросить вы? И здесь нужно вернуться на несколько веков в прошлое, а точнее в конец 16-го, начало 17 веков. В те времена Япония переживала период турбулентности и феодальной раздробленности. И вот первые упоминания об организованной преступности как раз относятся к той эпохе. Вообще тогда появились 3 категории преступных сообществ. Первая – это кабукимоно. В основном эта группа состояла из бывших самураев, ранинов или их помощников, которые остались неудел после смерти своих сюзернов. Такие люди объединялись в банды и терроризировали местных жителей. Слово «кабукимоно» означает «лиходей», «лихой», «странный человек». Представители этой группы ярко и вызывающе одевались, и громко разговаривали, и вели себя как герои американских вестернов. Так они запросто могли изрубить катаной первого встречного за то, что он косо посмотрел на них или не уступил дорогу. Кстати, по одной из версий, театр кабуки обязан своим появлением именно этой преступной прослойке, поскольку прародительница кабуки Ицума Ноокуни была под впечатлением от нестандартного вида и поведения кабукимоно. Современные же якудза переняли от кабукимоно нестандартный резкий стиль разговора и эпатаж. И определенный элемент робингудства. Поэтому сейчас якудза тоже иногда называют себя нинкё дантай. Это что-то типа организации благородных рыцарей. Японская же полиция называет якудза борёкудан, что просто означает организованная преступность. Другая группа текия состояла из уличных торговцев, которые часто имели дело с краденными вещами. Они создавали свои охранные бригады, которые не только защищали своих, но и совершали рейды на противников и заставляли платить за охрану других торговцев. Пожалуй, именно текия по своей природе были наиболее близкими к современным якудза. И, наконец, третьей группой были бакуто. Бакуто – это карточные шулеры. В период Эдо карточная и другая игровая активность подавлялись сёгунатом, и поэтому бакуто селились в специально отведенных веселых кварталах, где и организовывали свой бизнес. Если вы еще не смотрели вот это видео про гейш и веселые кварталы, советую вам это сделать. Помимо азартных игр, бакуто специализировались на предоставлении займов, создавая своего рода прообраз микрофинансовых организаций, и нет необходимости говорить о том, что с неплательщиками поступали самым суровым образом. Вот от бакуто, которые играли в ойчо-кабу, и распространилось название якудза. История историей, но современный вид японская организованная преступность стала приобретать лишь в начале 20 века, когда была создана преступная группировка Ошимагуми в Кобе, преимущественно из портовых рабочих. В те времена преступные группировки в районе Кобе
выполняли часть функций полиции, а именно следили за порядком и решали возникающие споры между рабочими и администрацией, пользовались авторитетом и у населения, и у полиции. Так вот, от Ашимагуми откололась небольшая группа под руководством Харукиши Ямагучи, в 1915 году произошло это, и она подмяла под себя уже все действующие в округе преступные группировки. По имени основателя стала называться Ямагучи-гуми, то есть семья Ямагучи или клан Ямагучи. У каждой группировки есть свой логотип. Это тоже, кстати, интересная особенность якудза. У Ямагучи-гуми логотип выглядит вот так. В нем зашифрованы два иероглифа «Яма» и «Кучи». За сходство с символом Митсубиши его иногда еще называют Ямабиши, что означает «горный бриллиант». В общем, интересно, согласитесь. По-настоящему группировка Ямагучи расцвела при третьем лидере Казуо Таока, которого именовали отцом японской преступности. Сегодня Ямагучи-гуми является одним из крупнейших преступных сообществ в мире, насчитывая, по последним данным, около 3500 активных членов и порядка 4000 сторонников. Группировка занимается торговлей оружием, проституцией, распространением порнографии, телефонным и интернет-мошенничеством, но в последние десятилетия также активно инвестирует в недвижимость и участвует в корпоративных спорах. Ямагучи-гуми принципиально не связывается с наркотиками и запрещает своим членам употреблять и распространять их, пытаясь сформировать благородный имидж в глазах общественности. При этом Ямагучи-гуми в последнее время была вовлечена в разные корпоративные скандалы, когда скупались акции у японских корпораций и на миллиарды долларов. И это делалось для того, чтобы блокировать решения советов директоров. Эта практика получила название сокая. Иногда сами компании, кстати, прибегали к помощи сокая, чтобы блокировать совет директоров, когда это было необходимо. Так случилось, например, когда после сброса химикатов у Chiso Chemical компании возникли проблемы, и чтобы не допустить смену руководства, менеджмент попросту блокировал работу совету директоров за счет представителей якудза, которые приобрели небольшой пакет акций и могли присутствовать на заседаниях, блокируя решения органа. Проблема с участием представителей якудза в легальном бизнесе приобрела огромные масштабы. Среди компаний, которые использовали практику сокая, оказались Mitsubishi, Daiwa, Nikko и многие другие известные корпорации. Все это привело к громким скандалам и многочисленным арестам. На фондовой бирже в Осаке даже вынуждены были ввести специальный индикатор, который показывал, в какой степени присутствуют в компаниях инвестиции якудза. Другие преступные группировки в Японии, не такие известные и многочисленные, как Ямагучи-гуми, возникли либо отколовшись от нее, как, например, Кобы Ямагучи-гуми, или были созданы независимо, как, например, Сумиёши-кай в Токио. В большинстве случаев задействована стандартная для Японии сэмпай-кохай, ояко, сото-учи система. Это означает старший, младший, отец, ребенок, внутри и снаружи. Фактически якудза – это семья, где лидер является отцом, его еще называют оябун, а остальные – детьми – кобун. Естественно, как и в любой семье, есть разделение на старших и младших. Так оябун, отец семьи, он также еще носит титул кумичо или кайчо. Вакагашира, старший сын, является обычно руководителем силового блока организации. Хонбучо – руководитель по общим вопросам. Есть еще шатей-гашира, руководители региональных группировок, у которых уже есть свои замы, и выше обозначенная структура повторяется. Квазисемейные связи и обряды якудза распространены в Японии, и в этом плане есть общие черты между японской и итальянской преступностью. Конечно, существуют и исключения. Так, например, токийское Сумиёши-кай – это сообщество разных объединений,
без явно выраженных лидеров. Там решения принимаются на совете руководителей разных групп. Отличительной чертой якудза являются ритуалы. Инициация или прием в группировку сопровождается процедурой сакацукигото – распитием ритуального саке. Во время церемонии новичок и его босс пьют саке, обмениваясь бокалом. Он переходит от старшего по рангу к младшему, и потом, вновь вступивший в группировку, сохраняет его как ценную реликвию. Существуют разные варианты этого ритуала, но суть одна. В японской культуре считается, что таким образом формируется крепкая семейная связь, поэтому похожая церемония используется во время обычных свадеб. Другой ритуал – это даже скорее клише. Все якудза покрыты с ног до головы иридзуми. Иридзуми – это японские татуировки. Факт заключается, однако, в том, что в последнее время все больше представителей преступных кланов Японии предпочитают не иметь тату, чтобы лишний раз не афишировать свои связи с якудза. Как я уже сказал ранее, представители якудза активно вовлечены в корпоративные дела, и покрытое татуировками тело в данном случае совсем не к месту. Тем не менее, иридзуми, конечно же, одна из визитных карточек японских преступников. История иридзуми довольно запутана. Известно, что с давних пор народ айну, который проживал на севере Японии, активно использовал татуировки в ритуальных целях. Также многие историки обращают внимание, что в средневековой Японии татуировками отмечали преступников. В этом случае рисунок и место расположения татуировки обозначали преступление и место его совершения. Есть даже такой термин «боккей» – татуировка как вид наказания за определенные преступления. Также татуировки использовали пожарные в средневековой Японии в качестве оберега от злых духов. Тем не менее, настоящий бум иридзуми случился после распространения в Японии в XVIII веке китайской новеллы «Суикоден» о китайском восстании. Ксилографии изображали бравых героев с красивыми татуировками в виде тигров, драконов, змей, цветов. Появление специальных чернил нара позволило добиться их очень эффектных картин на теле, и иридзуми стали распространяться стремительно. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, кто в основном использовал иридзуми в период Эдо. Одни утверждают, что это были в основном криминальные элементы, другие, что богатые торговцы, которым сёгунат запрещал демонстрировать богатство, и чтобы как-то выделиться, они заказывали себе роскошные иридзуми. Как бы то ни было, но прочная ассоциация татуировок и криминала возникла в начале XX века, когда после реставрации Мэйдзи и открытия Японии для иностранцев правительство страны восходящего солнца посчитало, что иридзуми портят имидж Японии, и объявило тату вне закона. Так и возникла прочная связь между иридзуми и якудза. Как я уже сказал ранее, не все представители якудза делают себе иридзуми. Кроме того, в Японии в последнее время отношение к тату стало более либеральным. Появляются представители молодых поколений, которые под влиянием западной моды делают себе тату. Многие общественные места стали более лояльными к татуировкам, к людям с татуировками. Показательный скандал 2020 года, когда мэр Осаки запретил принимать на работу в мэрию людей с татуировками и распорядился уволить их обладателей. Но этот указ оспорили в суде, куда было подано большое количество исков. Также хочу подчеркнуть, что иридзуми – это не просто тату. Это ручная работа с специальными чернилами, с уникальным рисунком. Узор делается этапами, и процедура может занимать несколько месяцев. Стоимость иридзуми на все тело составляет несколько десятков тысяч долларов, а найти таких мастеров без рекомендации практически невозможно. Ну и, наконец, нельзя не упомянуть процедуру ритуального отрезания мизинца юбицуми. Существуют разные версии, откуда родом этот ритуал, но как бы то ни было, он связан с ранинами,
ставшими прародителями японской организованной преступности, о которых я рассказывал ранее. Дело в том, что японская школа фехтования подразумевает, что меч нужно держать не крепко сжимая все пальцы, а только мизинец должен быть прижат к рукоятке со всей силы. Это позволяет более эффективно и свободно использовать оружие. В самом деле, если вы держите меч вот таким образом, то запястье у вас будет более свободно двигаться, меч тоже будет двигаться, соответственно, свободно. У японцев есть даже поговорка, что меч нужно держать в руках как птицу. Если слишком свободно – улетит, если слишком крепко – задохнется. Так вот, если самурая лишали мизинца, то он становился неспособным вести бой. Соответственно, добровольный ритуал лишения себя мизинца как бы показывает, что представитель клана якудза лишает себя своей силы в знак преданности и глубокого раскаяния. Но поскольку в Японии стало появляться большое количество людей в костюмах и без мизинцев, то это стало создавать проблему для самой якудза, так как идентифицировать принадлежность к криминалу стало довольно легко. Если татуировки еще как-то можно было закрыть одеждой, то как быть с отрубленными мизинцами? И решение нашлось. Торговцы стали предлагать накладные мизинцы, которые надевались на день, а вечером их можно было снять. В последнее время количество членов Борёкудан сокращается. Японская полиция ведет специальный учет членов преступных сообществ. И вот если в 1963 году, а это время расцвета организованной преступности в Японии, насчитывалось примерно 184 тысячи активных членов якудза и их сторонников, то в 2023 году их было уже около 20 тысяч всего. Проблема главным образом связана с активными действиями властей. Начиная с 1963 года, а на самом деле эти процессы начались даже ранее, в Японии было несколько кампаний, направленных против якудза. Одни из самых эффективных шагов были предприняты в 1991 году, когда якудза лишилась возможности собирать дань с легального бизнеса, например, с ресторанов и кафе в зонах своей ответственности. Странно, но до этого момента власти закрывали глаза на то, что практически все точки общепита в Шотенгай, а это торговые галереи, торговые зоны, платили якудза за охрану. У тех, кто с этим не был согласен, могли запросто снести полздания подъехавшим грузовиком. Причем речь идет не о каких-то криминальных заведениях, а о простых ресторанах. Так вот, начиная с 1991 года власти активно взялись за якудза и заставили их немножко поумерить пыл. Кроме того, группировки обязали не препятствовать желающим их покинуть членам. Тех, кто ассоциирует якудза с перестрелками на улицах и с драками в стиле карате, ждет разочарование. Конечно, такие вещи сопровождали японскую организованную преступность, особенно на протяжении XX века. Однако такие случаи, как убийство мэра Нагасаки лидером нагасакской якудза Суисинкай в 2007 году, довольно редки. Поскольку, учитывая возросший контроль со стороны полиции, якудза пытались минимизировать какие-то громкие дела со своим участием. Вообще, на протяжении всего XX века наблюдался определенный симбиоз полиции и якудза. Дело в том, что якудза часто выполняла неформальные задачи правительства, такие как подавление коммунистического движения и борьба с несогласными, что открытыми методами делать было нельзя. Но постепенно в обществе, да и в правящих кругах, стало зреть недовольство засилием организованной преступности, и принятые в 1991 году законы стали жестко карать рэкетиров, и их доходы резко сократились. Также у молодежи поменялись приоритеты, и появилась возможность быстрых легальных заработков. Раньше молодые люди присоединялись к преступным группировкам с целью хороших заработков и романтики, а сейчас же можно заработать намного больше, участвуя в менее рискованных проектах. Особенностью японской организованной преступности является то, что до недавнего времени в японском обществе отсутствовала стигматизация якудза.
Даже сейчас у многих группировок есть вполне легальные офисы. Правда, полиция с этим борется, и в период с 2014 по 2023 год было закрыто более 400 офисов. Статистика относительно того, сколько офисов функционирует в настоящий момент, засекречена. Но сам факт, что у организованной преступности могут быть вполне себе легальные помещения, вызывает недоумение у представителей других стран. Также Ямагучи Гуми в 2014 году запускала свой сайт, где пыталась сформировать благородный имидж якудза в глазах общества, и особенно молодого поколения, что тоже, согласитесь, мягко говоря, необычно. До конца 20 века между госструктурами якудза существовали неафишируемые контакты. Например, в 60-х годах, когда американский президент Эйзенхауэр совершал визит в Японию, японская полиция обратилась к оябунам, чтобы те организовали порядок на своих территориях. И подобных примеров было много, поскольку контролировать нескольких оябунов было намного проще и выгоднее, чем иметь дело с тысячами неподконтрольных криминальных элементов. Кстати, в современной Японии уже можно наблюдать, как на фоне ослабления организованной преступности появляется все больше и больше неконтролируемых никем маленьких преступных групп. В последнее время в Японии появился термин «токурю» от «токумей» – анонимный, и «рю-доу» – течение. Так называют маленькие, никому не подконтрольные группы преступников, часто несовершеннолетних, которые знакомятся через интернет и совершают ямибайто – криминальную работу, и потом разбегаются. Сейчас это, пожалуй, более серьезная проблема для японской полиции, чем якудза. Но вообще, если говорить о том, почему в некоторых случаях якудза получают, если не поддержку, то хотя бы не противодействие со стороны гражданского общества, можно вспомнить землетрясение в Кобе в 1995 году, например, которое случилось. Когда оно произошло, Ямагучи Гуми мгновенно выделила помощь пострадавшим, в то время как власти пытались разобраться, кому и как помогать. После трагедии Фукусима в 2011 году преступные кланы тоже помогали пострадавшим и даже отказались от работы многих ночных заведений, чтобы экономить электроэнергию, которая была тогда в дефиците. Собственно, сейчас японское общество все еще остается довольно толерантным по отношению к якудза. И если вы хотите убедиться в этом лично, советую посетить фестиваль Санджа Мацури во второй половине мая. Он проходит в токийском районе Асакуса. Этот праздник часто называют фестивалем якудза неформально, поскольку здесь можно увидеть большое количество людей, тела которых покрыты иризуми, и которые вперемешку с обычными людьми и в окружении полиции празднуют в эти дни.